Я ее нашел. И это не просто птица, это интересная птица. Вот она. Сейчас ничего себе не сломать. Не бойся. Не бойся. Не бойся, не бойся. И моя красавица. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про очень необычную птицу. Сразу хочу предупредить, что с птицей все хорошо, поэтому не переживайте. Иногда я помогаю Центру дикой природы. Это те ребята, которые занимаются дикими животными и птицами. Все волонтеры Центра состоят в группе, в которой мы обмениваемся сообщениями. Так вот, как-то раз в группу приходит сообщение. Было это примерно где-то в 9 часов утра, о том, что люди нашли птицу. Они прислали фотографию, на котором человек держал птицу на руках, и было написано, что она не может ни летать, ни стоять на лапах. Ну, во всяком случае, это то, что было написано. Один из ребят-волонтеров написал, что находится недалеко от этого места и откликнулся помочь. То, что ему нужно было сделать, это связаться с людьми, заехать к ним, забрать птицу и отвезти ее в Центр дикой природы. Ну, как бы все, проблема решена. Прошло примерно 3 часа. Он оставляет сообщение о том, что люди ему так и не ответили. Он написал, что послал им несколько сообщений и ждет ответа. И только через несколько часов они ему ответили. Они написали, что они не взяли птицу, они оставили ее на том же месте. И я себе думаю, как оставили? Как такое вообще возможно? Ведь человек прислал фотографию с птицей на руках. Это что означает? Взяли раненую птицу, сфотографировались, положили и пошли дальше. Ну как вообще такое возможно? Парень-волонтер написал, что уже уехал с тех мест и больше не может вернуться. Я решил поехать на место и попробовать найти птицу. Оставалось надеяться, что с птицей ничего не случилось, ведь прошел уже целый день. Судя по точке на карте, к этому месту нужно будет идти пешком. Подъехать к точке невозможно. Там, конечно, есть дорога, но проехать нельзя. Это искусственные водоемы, в которых выращивают рыбу. Все вокруг или бездорожье, или закрыто забором. В этих местах очень плохая связь. Из-за этого точка на карте все время перемещалась с места на место, с большой погрешностью, примерно где-то в километр. Ну, в общем, я очень приблизительно знал, где находится птица. Я доехал максимально близко, ориентируясь по навигатору. Оставил машину у дороги и пошел пешком в сторону точки на карте. Люди прислали сообщение о том, что видели раненую птицу. Есть место, точка. Вот иду по телефону, по координатам смотрю, где они ее видели. Когда я стал подходить к этому месту, первая мысль была: я ее не найду. Все это место состоит из 83 искусственных водоемов для разведения рыбы. От маленьких до больших, раскиданных на большой территории. Вот они. Столько много их тут. С правой стороны была какая-то очень вонючая канава. Какой-то слив. Я прошел метров 20 по дороге и вижу, в этой канаве в траве, в грязи лежит что-то похожее на птицу. Мне очень повезло. Я даже еще не начал искать. Вот она. Это ты? Вот она, красавица. Сейчас мы тебя заберем. Я ее нашел. И это не просто птица, это интересная птица. Вот она. Ничего себе не сломать. Не бойся. Не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся. И моя красавица. Увидев меня, она попыталась встать, опираясь на клюв, но у нее ничего не получилось. Тихо-тихо. Ну, красавица, так хорошо? Каравайка. Ух ты, красавица какая, стой. Хорошо. Чудо природы. Да. Не ночной. Не ночной. Все. Опа. Сейчас я навернусь. В грязь. Опа. Во. Какой зверь. Вот он. Красавица. Все, идем. О, это такая птица. Это не просто птица. Это особенная птица. Они все, конечно, особенные. Но это... Тихо, да что ты? Что такое? Все уже? Сейчас расскажу про нее. Хорошо, что нашел. Не знаю, что с ней. Вот она. Это птица, которую вспоминали еще даже как бы в Древнем Египте. Посмотрите на
ее клюв, ну и на шею. И вспомните, в Древнем Египте на пирамидах есть такой символ. Из-за того, что она так, куда мне идти, куда я шел, сюда. Из-за того, что эта птица питается разными жучками. Ну, в такой болотистой местности она, когда река разливается, она там разных жуков себе ищет. Она считалась, что когда эти птицы прилетают, их много, то это говорило о том, что будет очень богатый урожай. Вот. И они в Древнем Египте ее боготворили. И даже были случаи, там, где находили мумии этих птиц, захороненных специально, ну, в общем, со всеми почестями, потому что они считали их, что они прям, ну, просто божественные птицы. Тихо, тихо, не, я тебя не отпущу уже. Все, что они типа божественные птицы. Вот. Называется она каравайка. Или, как еще называют ее, черный аист. Ну, так говорят. Все, сейчас посмотрю, что с ней. Ну, вообще все это нормально. Я ее нашел. Повезло, что я так быстро ее нашел. Фу, ой, как жарко. Фу. Так. Птица-каравайка – это самый распространенный вид ибиса в мире. Семейство ибисовых насчитывает более 30 видов болотных птиц, которые встречаются по всему миру. Каравайка – длинноногая болотная птица среднего размера, темно-коричневого цвета с длинным изогнутым клювом. В Израиле птица-каравайка называется маглян-хум, что переводится с иврита как коричневый серпоносец. Питаются на мелководье. Заболоченные места – это самое любимое место. Питаются они в основном водными насекомыми, разными червями, иногда мелкой рыбой и земноводными. Обычно гнездятся с другими водными птицами. Интересно еще то, что оба родителя высиживают яйца по очереди. Еще они прекрасные летуны. Известен случай, когда птица за 23 дня преодолела расстояние в 2600 километров. К нам они прилетают зимовать и очень редко остаются на лето. А если остаются, гнездятся на севере страны. Просто потому, что там прохладнее и, самое главное, больше воды. И, соответственно, больше мест, где можно найти еду. Вот оно, чудо природы. Сейчас отвезу его к ребятам в центр диких животных и птиц, и они его посмотрят, посмотрят и расскажут, что и как. Да, я знаю, что ты голодный, наверное. Все, поехали. Поехали быстрее. Ты красавица. Ты каравайка. Типа такой. Просто красотка. Не могу насмотреться. Так, все, поехали. Так. Но самое интересное, что в Древнем Египте птицу ибиса-каравайку считали священной. Ее изображение можно было найти на гробницах египетских фараонов. В наши дни археологи находили мумии ибисов, которые были найдены в захоронениях знатных особ и при храмовых комплексах в Древнем Египте. В Древнем Египте обычно обожествляли животных, которые приносили пользу людям. Так какая же была польза от длинноногой болотной птицы ибиса-каравайки? Ибис отождествлялся с Тотом. Это бог мудрости и знаний, который изображался в виде человека с головой птицы. Но почему египетского бога Тота изображали с головой ибиса? По легенде, бог Тот спас людей от страшной засухи, возвратив богиню влаги. В Древнем Египте ибисы считаются предвестниками наступающего изобилия. Люди верили, что когда прилетают каравайки, и их много, они приносят с собой урожай и изобилие. Но на самом деле урожай не был связан с птицами. Он был связан с разливом рек. А ибисы прилетали в больших количествах, потому что для них было больше воды, ну и, естественно, больше еды. Ибис считался священной птицей. В те далекие времена навредить ибису, даже случайно, считалось очень серьезным преступлением. В наши дни в некоторых странах каравайка охраняется законом и занесена в красные книги. И это означает, что этот вид на грани или близок к исчезновению. В общем так, отвез каравайку ребятам в центр диких животных и птиц. Посмотрели, на крыле у нее есть небольшое повреждение, ну как синяк. Не сломанной кости, а просто повреждение. Сейчас вколят ей раствор лекарства и будет там. Я надеюсь, что с ней все будет хорошо. Я уверен, что с ней все будет хорошо. В общем, вот такая вот история каравайки. Очень необычный
птиц. Очень необычная птица. Птица-каравайка осталась в центре дикой природы на лечение и восстановление. И если все будет хорошо, а я уверен, что все будет хорошо, примерно через 2 недели ее выпустят в дикую природу. Мне первый раз удалось так близко рассмотреть и подержать в руках эту необычную птицу. Я просто не мог на нее насмотреться. Очень необычное такое маленькое чудо природы. Мы живем на прекрасной планете Земля. И людям надо чаще смотреть вокруг, для того, чтобы понять наконец-то, что мы часть этого мира. Давайте воспитывать своих детей правильно, воспитывать в них доброту и сострадание. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем, берегите себя. Всем пока.